Здравствуйте! Мое видео, где я анализирую противостояние полицейского с собакой, вызвало бурную реакцию в мире кинологии. Некоторые мои утверждения были приняты в штыки многими специалистами, занимающимися разделом защита, и я прекрасно понимаю каждого, кто выражает свое недовольство. Все дело в том, что в наше время мир кинологии погряз в иллюзии спортивных рингов, и подавляющее большинство кинологов убеждены в том, что, используя спортивные методики, они занимаются боевой подготовкой. Итак, давайте все по порядку. Почему в служебном собаководстве огромное значение уделяется такому понятию, как бой собаки с врагом в лице чужого человека? Все очень просто. Бой собаки с человеком является фундаментом при подготовке ко многим видам служб, а при их исполнении логическим финалом. И нет разницы, о какой собаке мы говорим – охранной, защитной или штурмовой. В боевой ситуации каждую из них в финальной фазе ждет схватка с противником. Ведь не зря в стандарте немецкой овчарки уже более 100 лет красуется такой кинологический термин, как боевой инстинкт, определяющий основное качество служебной собаки – желание вступить в бой. Понимаете, в чем суть? Именно слово «бой» в его прямом смысле подчеркивает суть боевой подготовки. Говоря простыми словами, фундамент работы служебных собак – это аналог собачьих боев, с той лишь разницей, что в одном углу собака, а в другом человек. И вот теперь каждый кинолог, который называет свою подготовку боевой, пусть задаст себе вопрос: он занимается натаской собак для боя с человеком, или он просто веселится в спортивном защитном костюме, являясь частью современной развлекательной кинологии, которая с возмущением восприняла мое утверждение, что обучение собаки длительной хватке в ногу, а в особенности в бедро, является грубейшей ошибкой в боевой подготовке. Меня совсем не удивили негодования кинологов по этому поводу. Именно такую реакцию я и ожидал. Сейчас я объясню, на чем строится мое утверждение. Для полного понимания моей позиции в этом вопросе я укажу на то, что постановкой хватки в ноги я занимаюсь более 25 лет и много раз показывал кадры из своего видеоархива, где мои личные собаки демонстрируют это умение. Все начиналось еще в 90-е годы прошлого века с работой с самодельной амуницией, которая на разных этапах давала свой опыт в этом аспекте. После было использование различных спортивных накладок и защитных штанов современного типа. А далее работа на скрытую амуницию, с желанием максимально приблизиться к реальности хватки в ногу. Во время работы на все виды амуниции мои собаки демонстрировали качество хватки, выше которого уже не существует. Как говорится, до самых ушей. При этом собаки показывали активную работу с требками и постоянным стремлением впиться еще глубже. Кроме моих личных собак, хватка в ногу ставилась многим собакам, которые проходили обучение в каскаде. При этом применялись различного рода усложнения в атакующей технике. А теперь коснемся самого важного момента при работе собаки в ноги. Если вы внимательно проанализируете работу спортивных собак, то неизменно придете к выводу, что это обычная детская игра в догонялки, при которой собака даже не понимает, что своими ногами человек может причинить ей боль. Этот основополагающий момент полностью исключен из методики европейских рингов. И ничего удивительного в этом нет. Методики рингов не предназначены для боевого применения. Они готовят собак для театрального шоу. А вот в каскаде собакам дают понять, что нога может очень сильно ударить. Поэтому подготовка направлена на то, что собака должна научиться блокировать бьющую ногу, а не просто хватать бегающую от нее штанину. И я вам больше скажу, вплоть до 2015 года племенным собакам каскада длительная хватка в ногу ставилась в качестве приоритета и являлась конечной целью в бою. Работая в таком русле, можно было понять, есть ли весомые аргументы и практический смысл в том, чтобы ставить хватку в ногу собаки, которую в последующем будут использовать в боевом применении. И когда собаки работали на спортивные защитные штаны, такие аргументы были. Но когда в 2015 году до логического завершения был доведен костюм для боевых спаррингов, в котором были учтены все нюансы настоящего боя собаки с человеком, то все сразу стало на свои места. После многочисленных спаррингов, максимально приближенных к настоящему бою, вывод был однозначный.
Длительная хватка в ногу, а в особенности в бедро, уместна только в спорте, а для боевого применения является грубейшей ошибкой, и доказать это на практике не составит никакого труда. Пустите на меня собаку, поставленную в ноги, и я развею все ваши сомнения за 30 секунд. Вы поймите, что за каждым моим утверждением стоит работа с огромным количеством собак. Это каждодневная практика продолжительностью в 40 лет. Вникните внимательно в то, что я сейчас скажу. Корень всех заблуждений обусловлен тем, что нынешняя кинология за ориентиры взяла европейские ринги. Но вы должны понять, что специалисты спортивных рингов не занимаются боевым направлением, их специфика – развлекательные шоу. Ввиду этого даже спортсмены уровня чемпионата мира совсем не понимают базовых основ боевой подготовки. И за доказательствами далеко ходить не нужно. В подавляющем большинстве специалисты спортивных рингов отвергают методику перехват и считают, что собака должна держать хватку в одном месте. Они даже не понимают, что навык перехват является фундаментальным в боевой подготовке. И отрицать его могут только безграмотные кинологи, которые фантазируют на основе техники работы в спортивном костюме. И в этом их глобальная ошибка. В качестве наглядного примера я покажу кадры, на которых один мой знакомый кинолог еще в 90-х годах прошлого века ставил собакам хватку в тряпчаную конструкцию, похожую на большой колпак. После эта конструкция надевалась на голову, и собаку пускали, чтобы она произвела хватку в эту веселую амуницию. Все это действие привлекало внимание на развлекательных шоу, и далекие от кинологии зрители такую забаву воспринимали как работу боевых собак. Но ведь не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что хватка в заднюю часть головы – это изначально бестолковая идея, так как собака не может проявить хватку в это место. Это равносильно постановке хватки в бетонный столб. Но, как говорится, тряпка выдержит все. Но главная суть заключается в том, что все это действие – это обычная игра с амуницией, и собака, сняв игрушку с головы, сразу же забывает о фигуранте. На этих кадрах собака хватает тряпчаный колпак, создавая иллюзию атаки в голову. А сейчас вы видите ту же собаку, но теперь она кусает другую тряпку – штаны. При этом фигурант сидит перед собакой, и дотянуться до головы нет никаких проблем. Но тем не менее, она даже и не пытается атаковать голову. Все это потому, что нет подсказки в виде знакомого колпака. Да и сам фигурант, работая с этой собакой, не надел защиту на лицо. Потому что он уверен на 100%, что собака не переключится в голову. Ее цель – тряпка, на которой она зациклена. Я привел этот пример как наиболее явный, подтверждающий, что тряпчаная амуниция вводит в заблуждение, не только создавая иллюзию борьбы с человеком, но и искажает понимание, как собаке свойственно проявлять хватку в настоящем бою, когда противник без амуниции. И если в случае с нелепой хваткой в заднюю часть головы все предельно ясно, то в случае с хваткой в бедро нужно покопаться серьезней. Но изучив этот вопрос, вы поймете, что проявить хватку в бедро у собаки не получится так, как при работе на спортивные штаны. Речь не идет о том, что укус в бедро – это не больно. Человек испытает сильную боль от укуса в любую часть тела. Суть заключается в том, что в боевой подготовке должен учитываться каждый нюанс, и чтобы хватка в ногу возымела должный эффект, человек должен вообще не сопротивляться, как экспериментатор на этих кадрах, решивший попробовать, что такое укус собаки. Но, как видите, даже в таком случае он не теряет сознание от укуса, и при желании мог бы вести активное сопротивление. При этом собака кусает нижнюю часть ноги, где ей удобно проявлять хватку, а в случае с бедром все будет гораздо безобиднее для человека и сложно для собаки. Но в контексте боевого применения это еще мелочи. Основная суть вот в чем. Когда кинологи занимаются боевой подготовкой, то они должны учитывать, как говорится, две стороны медали. Первая – это как собака может проявлять хватку, исходя из своих возможностей и особенностей физиологии человека. А вторая, наиболее важная, это то, как во время настоящей схватки противник будет сопротивляться собаке, а главное, как он будет пытаться ее уничтожить. И вот скажите, в каком из спортивных рингов учитывается этот аспект? Я отвечу за вас – ни в каком. Этот вопрос даже не затрагивается спортивными методиками, а ведь это гораздо важнее, чем атакующие техники и тому подобное. Задайтесь вопросом,
Откуда взялись такие понятия, как безопасная зона в бою, хватка с целью заблокировать бьющую руку и тому подобное? Все они пришли из военной кинологии, и не иначе, как после исследования вопроса, как противник будет уничтожать собаку. Я не раз говорил о том, что если кинолог занимается боевой натаской, то он всегда должен отталкиваться от защитных действий собаки. Да и сама боевая подготовка – это не что иное, как объяснение собаке, как ее будет уничтожать противник, и обучение тому, как противостоять таким действиям. Понимаете, в чем суть? Атакующая техника, на которой так сильно делается акцент в спортивных рингах, это всего лишь один раздел обучения собаки противостоянию с человеком, предназначенный для того, чтобы собака вошла в захват и зацепилась за противника. Это первая ступень в работе служебной собаки, где она должна уметь схватить противника за любую часть тела в динамике. А что дальше? После того, как вошла собака в захват. А дальше ничего. На этом спортивные ринги останавливаются. Они не учат собаку, как развить свой успех в борьбе с противником и довести его до логического завершения. Они даже не знают, как это сделать, потому что им это не нужно. Задача рингов – это шоу-представление, в котором для развлечения публики достаточно хватки в одно место. Но для боевой подготовки атакующей техники и умения проявлять хватку в одном месте очень мало. Задумайтесь над самим названием «защитно-караульная служба». Не ограничиваясь пониманием, что собака должна защищать своего владельца, а рассмотрите эту формулировку в контексте того, что собака несет самостоятельную охрану без присутствия владельца. В таком случае слово «защита» предполагает не что иное, как умение собаки защищаться в бою, и в этом ей поможет такой навык, как перехват. Он даст возможность и уйти в безопасную зону, и заблокировать руку, которая причиняет боль, и выполнить ряд других элементов. Ведь чем разнообразнее у собаки будет защитный арсенал, тем успешнее она будет вести схватку. В своих видео я вскользь касался аспекта, с какими действиями противника нужно ознакомить боевую собаку. Это и работа в несвойственных для нее движениях, и полная блокировка действий собаки, исходя из ее физиологии, как на этих кадрах, где я собаку ввожу в полный ступор, и она не может двигаться, а после даю ей понять, как выйти из этого положения. Также я говорил о том, что при пуске на боевое задержание собаке необходимо максимально быстро снять ошейник, специально сделанный для таких целей, так как если противник знает, как воспользоваться ошейником, то при помощи одной лишь руки задушит даже самую крупную и физически очень сильную собаку. И теперь ответьте на вопрос. Спортивные методики предусматривают обучение собаки защитному арсеналу? Конечно же нет. Все методики европейских рингов – это примитивные навыки на уровне начальной подготовки. А теперь в этом контексте вернемся к хватке в бедро. Современные ринги учат собаку удерживать хватку в одном месте и не прекращать ее несмотря ни на что. Так вот, если собака с такими закрепленными навыками в настоящем бою схватит умелого противника в ногу, а тем более в бедро, то для человека это будет огромным подарком. А для собаки это будет позиция, находясь в которой она попрощается с жизнью максимум через 10 секунд. Причем человеку не нужно будет иметь нож или еще какие-нибудь подручные средства. Он, особо не напрягаясь, убьет собаку голыми руками, какой бы силой она ни обладала, ввиду физиологии собаки. Понимаете, к чему я веду? Кинолог, занимающийся боевой натаской собак, должен досконально понимать все нюансы, как уничтожить собаку в бою, и только от этого понимания строить процесс подготовки. Я напомню всем кинологам один факт. Ни для кого не секрет, что во времена ДОСААФа хватка в ногу считалась откровенным браком в работе собаки, получала низшую оценку и считалась хуже, чем хватка в край рукава. Поэтому методики защитно-караульной службы редакции ДОСААФа даже не предусматривали обучение хватки в ногу. В подавляющем большинстве клубов даже не было защитных штанов, были только дрессировочные халаты. Как вы думаете, почему? А все потому, что программу подготовки писали военные кинологи, обладающие большим боевым опытом, поэтому в клубах хватка в ногу не практиковалась совсем. А вот в армии, чтобы собака была готова к любой ситуации, ей прививали умение кратковременной хватки в ногу с максимально быстрым переходом в руку.
При этом в боевой обстановке, даже во время атаки, хватка в ногу происходит крайне редко. Задайтесь вопросом, что произойдет, если кинолог снимет костюм и будет принимать собаку без амуниции? Он будет спокойно стоять и ждать, когда собака схватит его ногу? Конечно же нет. Он без всяких сомнений выставит вперед руки и будет пытаться схватить собаку и сковать ее действия. Да, собаку при атаке можно встретить ударом ноги, но уж поверьте, на подготовленную собаку это не произведет особого эффекта, а только разбалансирует человека. Можно еще попробовать увернуться от собаки, но рано или поздно собака все равно войдет в захват. Задам вам следующий вопрос. Как вы думаете, куда пойдет собака, поставленная в штаны, если ее пустят на человека без амуниции? Ответ однозначный: в руку. И все по той же причине. Любой человек инстинктивно выставит руки перед собой, парируя атаку, и собака схватит первое, что окажется перед ее зубами. Понимаете, в чем суть? Какую бы ситуацию вы ни рассматривали так или иначе в реальном бою, хватка в ногу – это очень редкое явление. Она может получиться только когда человека задерживает целый наряд полиции, и он совершенно не сопротивляется по понятным причинам. Безусловно, собаку необходимо научить хватке в ногу, чтобы в атаке она могла зацепиться за любую часть тела. Но она должна быть кратковременной с максимально быстрым перехватом в руку. А знаете, в чем парадокс? В том, что все это само собой разумеющийся факт, и подтверждения этому лежат на поверхности. Сейчас вы поймете, о чем я. В спортивных рингах собаку учат манере поединка, которую вы сейчас видите на экране. И вот ответьте на вопрос. Вы можете найти в интернете хотя бы одно видео с настоящим противостоянием собаки против человека в такой манере? Конечно же нет. Но вот что это такое? Но ведь и вправду смешно. Постановка такой манеры работы для боевой собаки – это полная ерунда. А вот видео реальных схваток с моделью поединка, которую я отстаиваю и руководствуюсь ей при подготовке, вы найдете огромное количество. Ими просто завален интернет, потому что только так и происходит настоящее противостояние. Запомните раз и навсегда. Спортивный защитный костюм – это предмет, который завел всю современную кинологию в иллюзию. Спортивные костюмы даже лучших новейших моделей – это ненужный хлам для боевой подготовки собак. Они только дают отрицательный опыт служебным собакам, а неопытных кинологов заводят в обман, навязывая неправильное понимание проявления хватки и противостояния в целом. Было бы правильно для кинологов армии и полиции ввести обязательное боевое крещение, где каждый из них хотя бы раз в жизни без защитной амуниции подрался со служебной собакой. Тогда бы вся спортивная дурь сразу же вылетела бы из головы. Некоторые из вас скажут, что в клубах ДОСААФ собак готовили на тряпчаный дрессировочный халат. Да, это так, но тут есть одно но. Собак готовили на злобе, а не зацикливали на тряпке. И их в обязательном порядке учили перехватам. При этом считалось, что использование дрессировочного халата вполне достаточно для бытовой дрессировки гражданским лицам, а уже в армии применялись более серьезные боевые методики. Стоит сказать, что кинологи могут заниматься чем угодно. Главное, чтобы они называли вещи своими именами. Когда Каскад проводил свои соревнования, то не говорил, что это какая-то программа с боевым уклоном. Всегда говорилось честно и прямо, это спорт, ничего общего не имеющий с боевой составляющей. Понимаете, в чем суть? Работу инструктора на соревнованиях Каскада, которую вы сейчас видите на экране, я честно называю безобидной спортивной игрой, ничего общего не имеющей с боевым направлением. А находятся специалисты, которые вот такое действие называют боевой подготовкой. Лично я даже не знаю, как это воспринимать. То ли кинолог совсем безграмотный, то ли наглый до крайности, и ему все равно, что его клиенты рано или поздно поймут, что все это цирк, и им вешают лапшу на уши. Знаете, почему сейчас существует целая плеяда кинологов, которые отрицают методику перехват, а также умение правильно относиться к ударам и прочим физическим воздействиям, без которых невозможна боевая подготовка? Потому что они долгие годы дрессировали собак при помощи игровых методик, создавая фальшивую картинку для клиентов. А теперь они не могут говорить по-другому.
Им приходится отвергать даже самые весомые аргументы. Иначе им придется признать, что все это время они обманывали своих клиентов, выкачивая с них деньги. Ну или являются настолько безграмотными, что не могут увидеть даже самых очевидных вещей. Поэтому относитесь к этим горе-специалистам с пониманием. А знаете, что самое смешное? Решить спор, нужны перехваты или нет, можно за 1 минуту, проведя жесткий спарринг. И как вы думаете, что покажет такой спарринг? А то, что без перехватов в настоящем бою собака полностью беспомощна. А теперь то, что касается вопросов о методике работы в кисть. Я уже говорил неоднократно, что мои видео несут в себе общую информацию для любителей темы боевого применения собак. А вот для профессионалов видео мало. Им нужны аргументы другого порядка, а именно работа вживую и никак не иначе. Им необходимо ознакомиться с амуницией каскада и поработать с собаками, подготовленными по этой методике. И только тогда они смогут сделать какие-то выводы. Поэтому, уважаемые профессионалы, следите за анонсами мероприятий каскада и приезжайте для обмена опытом. При этом я даже не сомневаюсь, что если вы занимаетесь подготовкой собак для боевого применения, то, ознакомившись с амуницией каскада, уже не захотите возвращаться к спортивным защитным костюмам. Они вам покажутся каменным веком. Это как, покатавшись на Мерседесе последней марки, пересесть на 30-летний Фиат. Это уникальная в своем роде амуниция. И это не только защита самой кисти, это костюм полной защиты. Ведь собака должна уметь перейти из любого места в руку, а уже после найти кисть. И не сравнивайте работу в кисть с хваткой в край защитного костюма. Это абсолютно несопоставимые понятия. Каскад готов продемонстрировать все это на практике. Иначе не было бы никаких видео о методике работы в кисть и утверждения о хватках в ногу как о грубейших ошибках в боевом направлении. Ведь так было всегда. Когда были утверждения, что игнорирование ударов в подготовке собак приведет к краху служебного собаководства и деградации служебных пород, то многие спорили с этим. Но потом соревнования каскада на протяжении 5 лет всех критиков заставили умолкнуть, и грамотные кинологи взяли этот опыт на вооружение. Также, когда возникла идея показать миру кинологии, как работают собаки, подготовленные по методикам каскада, то приглашались все желающие, любители и профессионалы, надеть костюм и поработать с собаками в свободной манере, без ограничения ударов и других воздействий. И все это делалось открыто на официальных мероприятиях, для того, чтобы не только профессионалы, а и обычные люди могли увидеть настоящую работу собак, а не заранее спланированное шоу. А теперь я задам вам вопрос. Как вы думаете, руководство европейских рингов даст мне возможность надеть защитный костюм и поработать с их чемпионами в свободной и жесткой манере, по примеру каскада? Конечно же нет. Потому что я поломаю весь этот наигранный спектакль за несколько минут, и их чемпионы будут выглядеть совсем не так, как во время своих цирковых выступлений. А знаете, в чем самый интересный момент? В кинологии началась революция. Она происходит прежде всего в сознании людей, которые хотят заниматься защитно-караульной службой. Они уже вдоволь наелись спортивных сказок, от которых их уже тошнит. Я всегда говорю, что спорт – это прекрасное и нужное направление, но не приписывайте ему взаимосвязь с боевой подготовкой. Спортсмены должны заниматься спортом, а не лезть туда, где они ничего не понимают. Кинологи, занимающиеся боевой подготовкой, сами разберутся, как им развивать свое направление. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч.